Друзья, всем привет! Прошло 2 недели, и сегодня, 14 марта, мы вновь встретились в нашем светском клубе. Вначале, сразу после анонса, я расскажу и покажу, и каких успехов мне удалось достичь за это время в вышивке картины «Базарный день», и саму организацию этого процесса. Затем последует рубрика «История под вышивку». Мы, друзья, совершим путешествие в глубину столетий и вновь в Грецию. В прошлом видео нас встречала микенская цивилизация, а сегодня спартанское государство, которое располагалось в южной части греческого полуострова Пелопоннес. Спартанцы боролись за первенство в Греции, отличались наклонностью к самоизоляции и желанием помыкать остальными греками, бесцеремонно вмешиваясь в дела других государств. Данная глава откроет нам, что для спартанского государства воспринималось как потенциальный источник тлетворного влияния и распущенности, и почему спартанцам не разрешалось покидать пределы страны, а иноземцам приезжать в нее. Что об этом сообщает Плутарх, а также как проявлялась забота об улучшении человеческой породы, воспитание подрастающего поколения. Какое удивительное педагогическое открытие сделали спартанцы! Почему греки считали спартанок распутными и неуправляемыми, вышедшими из повиновения своих мужей и даже смеющими ими командовать? А это казалось тем более странным на фоне строгости легендарных законов Ликурга. Битва при Фермопилах. Попробуйте их взять! История этого страшного боя окружена легендарными подробностями, леденящими кровь. И еще многое другое, друзья, касаемо этой темы, ждет нас во второй части видео. А сейчас вышивка. И начать я хочу с организации моего вышивального процесса. Друзья, в одном из недавних видео я, делясь впечатлениями о сложности вышитых фрагментов картины, сказала, что наличие количества бленда в работе для меня не имеет значения, и многое зависит от удачной организации процесса. И вас, конечно, заинтересовало, как это удачно выглядит у меня. Под словом «удачно» я, конечно же, имела в виду удобное, и удобное именно для вас. Как известно, что хорошо одному, другому не очень. На канале, кстати, есть видео, где перед началом этой картины был снят и подготовительный процесс к вышивке, и покупка необходимых для этого материалов. Это, как вы видите, основа для вышивки Аида 18 аккаунта фирмы Zweigart. Та-дам! Вот такое сокровище. Да, друзья, ниточки ДМС я буду использовать ручной намотки. Вот такая разноцветная, разнообразная красота. И, друзья, кроме прогресса самой работы, мало что изменилось в организации, но изменилось. Конечно, к сожалению, ничего такого, что смогло бы сразить вас наповал, у меня нет. Но, тем не менее, тем, что изменилось, я поделюсь с вами. Перед вами, друзья, диванный станок в собранном виде. На него натянута канва Аида 18 аккаунта, боковая натяжка и часть ниточной красоты, которую мы только что видели, почти 40%, уже на канве. На станке вы видите сердечко для останков нитей, ножницы-цапельки, нитевдеватель пластиковый в виде капли и игла с серебристым концом для возврата на изнаночную сторону внезапно выскочившего на лицо хвостика нити.
А это отрезок ткани, друзья, который я подматываю в рулон канвы на раме для ее уплотнения, чтобы выровнять со сложенной канвой по бокам. Это улучшает натяжку. Идеальный вариант, конечно, рама, соответствующая размеру вышивки, при условии достаточного для нее места в вашей среде обитания, друзья. А это один из главных моих помощников – планшет, дающий возможность вышивать по электронным схемам. Так как его можно использовать в любых условиях, не боится ударов и воды, для удобства на задней стороне имеется ручка, за которую при помощи биндера я и подвешиваю его на станок. Теперь о произошедших изменениях. Вначале я использовала бумажные ниточные органайзеры, а сейчас перешла на более прочные деревянные с ушками на концах. Вообще изначально они предназначались для всей палитры ДМС. С лицевой стороны на них выжжены узоры и номера нитей. На каждую ниточку свой номер, все как положено. Но на данный момент, друзья, я храню мулины на бобинках. Так что я решила использовать эти органайзеры в данной работе. Ниточки нарезаю по 50 сантиметров, да. Я отошла от нарезки в метр из-за неудобства в использовании. Когда однотонный цвет нужен, еще ничего. Нить достала, пополам сложила и вышиваю. А вот когда нужен бленд, это когда складываешь две разные метровые нити, то при вышивке приходилось совершать над и под станком взмах крыла такой значимой амплитуды или постоянно поддергивать нитки, что мне все время было неудобно. Я дождаться не могла, когда, наконец, этот символ уработается и нить сократится до удобных мне размеров. И решила я изменить нарезку до приемлемого для меня размера 50 сантиметров. Хотя я знаю, друзья, что многие предпочитают метровую нарезку. Здесь, конечно, каждый выбирает по своему вкусу. Так вот, нарезаю, навешиваю на органайзер и заплетаю не туго, свободно, косами. А вот так содержатся эти рабочие органайзеры. Благодаря ушкам на концах они легко передвигаются по краям металлической коробки, и я быстро нахожу нужный мне номер. С легкостью достаю органайзер и с легкостью возвращаю его на место. А еще в коробке содержится емкость для сломанных игл, коробочка с запасными иголками 28 каунта, стержни для разметки канвы, которые смываются холодной водой, ручка для этих стержней, шило, зарядка для фонарика, нитевдеватели пластиковые, еще иглы, ножницы, распарыватель швов. Как видите, нити и другие принадлежности мирно соседствуют друг с другом и не мешают друг другу. Для моего рукоделия место ограничено, поэтому все должно быть компактно и мобильно. Да, забыла сказать, коробочка, как видите, оказалась несколько великоватой для деревянных органайзеров, поэтому мне пришлось сделать из проволоки перекладину. Вот так, друзья. Игольный же органайзер пока по ютубной, можно сказать, классике. Коробка, мочалки, распечатка символов. А недавно у меня появился новый, который я планирую в скорости испробовать.
Мне нравится, что он на подставке. Лучше видны номера, которые я, возможно, заменю символами. А возможно, на распечатку с символами нанесу номера и буду пользоваться. Подумаю еще, как лучше поступить. Вот такая, друзья, у меня организация процесса. Никаких изменений, кроме игольного органайзера, как я сказала выше, я вносить не планирую. Пока, во всяком случае. Как мы знаем, прогресс не стоит на месте, все меняется. Нововведения я люблю, так что зарекаться не буду. А теперь предлагаю перейти непосредственно к самому процессу. 28 февраля, и я начинаю новый двухнедельный вышивальный период. Моя задача – закончить данный участок. Все, посуда полностью готова к применению. Переходим дальше. Вот такое перед нами открывается поле деятельности. Итак, друзья, займемся вплотную N. И давайте сейчас проверим этот участок на сложность. Конечно, масса разноцветных единичек нас встретили. Двоечки тоже весьма разнообразные, троечки, все понятно. Цвета, конечно, самые, что ни на есть, разные. Светлые, темные. Казалось бы, девочка одна, а цветов масса на ней. Фартушек беленький, блузочка голубая, головка рыженькая, а цветов... Ой-ой-ой, сколько. Ой-ой-ой. Так, сейчас мы посмотрим, какой символ самый крупный по содержанию крестиков. Так, 38,65. И содержать он будет 187 крестиков. Да, посмотрим, где они будут располагаться. Белые. Это, скорее всего, фартушек. Так и есть. Вот она. Красавица. А перед ним 117. Прическа нашей девочки. Так, фартушек снова. Ну, все понятно. Все понятно. Блуза голубая. Тоже крестики сплоченные. Вышиваться будут несложно. Вот такие. Здесь на прическе такими цепочками идут крестики. Ну, тоже они вышиваются несложно. Все. Особой крупы, разброса нет. Вот такая N с двумя N. Все. 945 крестиков за сегодня вышито. И благодаря им хорошо проявилась кисть руки Фелисии, держащая кисть винограда. Вот так. Ну и, конечно, N уже хорошо стала просматриваться. Так, воскресенье, 2 марта. N подросла на 740 крестиков. Вот такая девочка, рыжулька. Интересно, фартушек напоминает чем-то либо крылышки феи, либо крылышки ангела. Вот такие беленькие за спиной. Вот такой ангелочек на данном этапе получился. Завтра продолжим. Так, ну вот, вышила я головку нашей малышки, шатенки. Ей очень к лицу небесно-голубая блузочка. Я уверена, что и цвет глаз у нее такой же. Мама нарядила ее красавицей. Все, осталось вышить фартушек белоснежный. И спустимся ниже. Будем вышивать юбочку алую. Так, девочка наша подросла на целый участок. Ну, время еще есть. Сейчас быстренько размечу
нижнюю область, тоже в 2500 крестиков, и продолжу ее вышивать. Посмотрим, сколько за сегодня я успею. Ах, какие красивые юбочные цвета! И все будут вышиваться в конце. Самый крупный символ по содержанию крестиков — это будет бленд. 313 крестиков в нем будет. Перед ним 246, 183, 138 и так далее. Вот так. Сейчас посмотрим, где они будут. О, вот так они будут располагаться. На вышивке и на схеме. Вот они. Вот такая красота. Да, юбочка будет вышиваться последний. Фартушек, как я понимаю, последняя часть фартушка. Ну, а самое первое, конечно, мы начнем с посуды. Да. Утварь тоже очень важная. Все, приступаем. Итак, результат за сегодня с 2 участков 742 крестика. Подросло крылышко у нашей девочки, посуда, обозначился узор на юбочке. И вот так это выглядит. Растет девочка. Итак, посуда все на данном этапе. Далее вплотную займусь одеянием, юбочкой. Друзья, хочу еще раз продемонстрировать вам, как на схеме выглядят крестики. Сплоченно, дружно на юбочке у нашей малышки Н. Вот так, символ за символом. 138 крестиков, 183, 246 и тадам, 313. Одно удовольствие. А сейчас я продемонстрирую вам то же самое на канве. Все, готова юбочка на данной выделенной области. По-моему, друзья, здесь использовались все оттенки терракотового. И темный, темнее темного, темнее некуда, светлый, очень светлый, светлее светлого, совсем никакой. В общем, одним словом, многое множество, чтобы вышла вот такая красота невероятная. Пришлось использовать столько оттенков. Результат замечательный. Кстати, узоры на юбочке, они только на первый взгляд, кажется, просто идет темная нить. Нет, здесь тоже масса оттенков темного. Не знаю, ой, потеряла. Хотела приблизить, но не фокусирует. Множество фиолетовые, серые, черные, коричневые какие-то, зеленоватые. Вот такой темный узор. Я думала, ну максимум 2-3 цвета. Где-то оттенить, где-то высветлить. А нет. Масса темных. Видимо, так надо, не знаю. Друзья, я бы, наверное, сделала по-своему, но я не дизайнер. Пока, во всяком случае. Так, ну продолжим вышивку. Так, давайте посмотрим, друзья, что я буду вышивать. Далее. А участок обещает быть сложным. Будет вышиваться шаль Фелисии. Вот ее продолжение. Юбочка. Ну, юбочка не так, конечно, доставит нам хлопот. И отдохнуть удастся разве что на руках у Н, вышивая ее ручку.
Сейчас посмотрим, что скажет нам схема. Так, схема нам скажет привет единички. Вот они сколько. Так, показались двоечки. Вот такие цвета разнообразные будут использоваться. Ну, понятно, яркая цветная шаль, конечно, пестрит многообразием оттенков. Так, сейчас промотаю побыстрее, чтобы увидеть, какой символ будет самый крупный по содержанию крестика. Ну вот, друзья, самый крупный. 75 крестиков всего-навсего будет он содержать. И это на участке в 2500 крестиков. Да, нелегкий участок, но ничего, справимся. Интересно, а где они будут располагаться? Наверняка это будет или юбочка, или... Да, все та же шаль, россыпь. Ну, здесь еще более-менее юбка. Ну, вот такой разброс. Несмотря на то, что это я сейчас выбираю самые крупные символы с массовым содержанием крестиков. Но вот это, конечно, это приятные такие группировки крестиков. Но в основном, как видите, друзья, разброс чередуется, попадается. Вот, как я и предполагала, отдохнуть удастся на руке у Н. Вот рука ее. Такие островочки приятные. Ну, а дальше пошла и россыпь. Ну, в основном, видите, россыпь будет встречаться. Вот так. Ничего, справимся. Приступим незамедлительнее. Все готово. Стартуем. Итак, плюс 909 крестиков. Вышивается этот участок, как и ожидалось, сложно. Шаль пестрит просто единичками разноцветными. И островок отдыхалочка, рука Н. Вот такой участок. Зашла за пределы, вышивая яблоки. Они пока слабо угадываются, но я знаю, что это они. Вот так. Завтра продолжим. Плюс 512 крестиков. Да. Медленно, с натяжкой продвигается этот участок. Но, как мы помним, он и не обещал нам быть легким. Итак, друзья, шаль леди Фелисии увеличилась на 403 крестика. Да. Вот такая яркая, разноцветная, узорчатая. Вот и все, даже не верится. Неужели шаль Фелисии наконец-то готова? И с изнанки, и с лица, и отовсюду. Долгожданный момент. Единственный островок отдыха – это ручка Н. Все. Дальше всю дорогу надо было скакать с места на место, с единички на единичку. Но мы все преодолели. Завтра уже разлинею следующий участок ниже и буду вышивать далее. 12 марта плюс 615 крестиков. Вот так, друзья. Занимаемся нарядами. Вышиваю юбочку, фартушек Н, юбочку Фелисии коричневая здесь. И мерчендайзингом занимаемся. Обустраиваем прилавок Пегати и красивую делаем выкладку фруктов, чтобы они привлекали внимание покупателей. Продолжим.
830 крестиков за сегодня. Как видите, друзья, продолжаю возиться с фартушком N и бочкой в виде прилавка Пегати. Надеюсь завтра окончить этот участок. Готов белоснежно-серый фартушек. Очень нравится, как объемно смотрятся образовавшиеся складки. Энн подобрала его таким образом, чтобы он выполнил роль авоськи. Фелисия сложит в него купленный виноград, и помощница донесет покупку до дома. И вообще, можно сказать, что Энн уже слегка приоделась. Юбочка только не полностью готова. Этот участок, друзья, можно сказать, что вышивался средне. Наряд легко, сплоченными группками крестиков. А вот бочка-прилавок разрозненными, россыпью, да. А теперь пройдемся взглядом еще раз по вышитым недавно участкам. И я озвучу эту красоту в цифрах. Вышито уже 39,9% картины. В крестиках это составляет 138 180. За прошедший период 2 недели мне удалось вышить 10 770 крестиков. Как-то уже третий отсчет у меня, и все 10 700, то 30, то 10 740. Ну, в общем, все вокруг 10 700. Как-то вот закружилось. И впереди еще нас ждут, друзья, 208 270 крестиков. Итак, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. А сейчас настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Спартанское государство располагалось в южной части греческого полуострова Пелопоннес, а его политический центр находился в области Лакония. Именно там и обосновались самые лаконичные люди в истории. Государство спартанцев в древности именовалось Лакедемон, а Спартой звалась группа из 4, позднее 5 поселений на правом берегу реки Еврот. Спартанскую политику в Греции отличали одновременно наклонность к самоизоляции и желание помыкать остальными греками. Спартанцы боролись за первенство в Греции, бесцеремонно вмешиваясь в дела других государств, запугивая слабых соперников и не давая подняться сильным. Огромная военная мощь, практически непререкаемый авторитет среди ближних и дальних соседей, поразительная внутренняя стабильность сочетались в спартанском государстве с удивительной хозяйственной и культурной отсталостью. На протяжении столетий Спарта и законы царя Ликурга оставались неразделимыми понятиями. В легендарной фигуре законодателя жители Лаконии видели основателя спартанской государственности, связывая с его именем едва ли не все особенности своей общественной жизни и быта. Легенды доносят до нас образ мудрого правителя, не просто реформировавшего политические институты своей страны, но и воспитавшего характер целого народа. Основной задачей всей внутренней политики спартанского государства было поддержание его традиционных устоев. Законы спартанцев являли собой рациональное, логически выстроенное целое. Многие их институты кажутся пришедшим из глубины веков, но вместе они работали как хорошо отлаженный механизм. Необычные стороны спартанской жизни были не реликтом седой старины, а результатом целенаправленной и кардинальной перестройки, которую исследователи иногда называют переворотом VI века. Спарта не всегда была такой. Примерно до VI века до нашей эры спартанцы, скорее всего, не слишком отличались от остальных греков. Так, в VII и VI веках до нашей эры в их обиходе использовались красивые и дорогие вещи. И в целом изделия местного ремесленного производства отличались отменным качеством. Но уже после VI века до нашей эры
Многие ремесла в Спарте исчезают, а уровень материальной культуры стремительно падает. Тяга к красивым вещам с тех пор стала рассматриваться как антиобщественная и неприличная для спартанцев. С началом Олимпийских игр спартанцы принимают в них самое активное участие. Более того, в VII и первой половине VI века до нашей эры свыше половины победителей во всех основных видах олимпийских состязаний были выходцем из Лакедемона. Однако затем спартанские атлеты внезапно перестают приезжать в Олимпию. За этими фактами легко угадывается трансформация спартанского общества, определившая характерные черты Спарты классического периода и сделавшая ее столь непохожей на остальную Грецию. Современные исследователи признают, что в истории Спарты наступил некий переломный момент, когда она замкнулась в себе и превратилась в то казарменное государство, о котором поведали хронисты Греции и Рима. Главной задачей системы неписанных правил, которую спартанцы связывали с именем Ликурга, стало поддержание единства и монолитности гражданского коллектива. Спартанцы назывались гомеями, то есть равными. На войне они были тяжело вооруженными воинами-гоплитами и выступали в едином строю спартанской фаланги. Законы Ликурга решительно пресекали любые возможности имущественного расслоения спартанского общества, которое могло поколебать его единство. Спартанцам воспрещалось любое другое занятие, кроме военного дела. Они не только не могли заниматься никаким производительным трудом, но даже не имели права сходить на рынок. За них трудились другие. С середины VIII века до нашей эры Спарта, подобно другим греческим государствам, была вынуждена решать проблемы, вызванные острым земельным голодом. Если остальные греки находили выход из положения в колонизации земель за морем, то спартанцы взялись за своих ближайших соседей – мессенцев, завоевание которых в результате Второй Мессенской войны приостановило аграрный кризис в Спарте, но при этом стало причиной той внутренней напряженности, которая во многом определила особенности лакедемонского общества. Покоренные мессенцы и стали спартанскими рабами и лотами. Илот, в отличие от классического античного раба, не лишался земли, скота и инвентаря и не являлся перемещенной личностью. Илоты имели семьи и вели самостоятельное хозяйство, отдавая спартанской общине лишь установленную подать или оброк. Однако земельный участок илота нельзя было ни продать, ни подарить, и сами илоты и их земля являлись собственностью всего спартанского государства. Оставшиеся после выплаты оброка продукты илоты могли использовать по своему усмотрению и даже продавать. Занятые войной спартанцы не вмешивались в хозяйственные дела илотов. Рядовой спартанец был плохим рабовладельцем. Он не занимался организацией сельскохозяйственного производства и оставался лишь равнодушным получателем ренты, тогда как хозяйственная инициатива находилась в руках раба илота, непосредственного производителя. По словам Ксенофонта, илоты были готовы сожрать спартанцев живьем. Фукидид передает рассказ о том, как однажды спартанцы посулили свободу илотам, считавшим себя наиболее способными в военном деле. Таким образом, было отобрано около 2000 илотов, которые с венками на головах обходили храмы в знак своего освобождения. После этого все они были истреблены. Спартанские должностные лица, эфоры, ежегодно объявляли илотам войну от имени спартанского государства. Эта формальность служила юридическим оправданием еще одного интересного института Спарты – криптий, карательных экспедиций против илотов. Участниками этих криптий были юные спартанцы, которые уходили в партизаны. Уединяясь в горах или в сельской местности вдали от поселений, они прятались днем, ели что придется, а по ночам охотились на илотов.
Об экономических рычагах борьбы Ликурга с неравенством среди спартанцев Плутарх пишет: прежде всего он изъял из обращения все золотые и серебряные монеты, приказав употреблять одну железную. При малой стоимости она занимала столько места, что для сбережения дома 10 мин нужно было строить большую кладовую и перевозить их на телеге. Благодаря такой монете в Спарте исчезло много преступлений. Кто решился бы воровать, брать взятку, отнимать деньги у другого или грабить, если нельзя было даже спрятать свою добычу? Затем Ликург изгнал из Спарты все бесполезные лишние ремесла. Впрочем, если бы даже он не изгонял их, большая часть из них все равно исчезла бы сама собой вместе с введением новой монеты. Ведь железные деньги не имели хождения в других греческих государствах. За них ничего не давали и смеялись над ними, вследствие чего на них нельзя было купить ни заграничных товаров, ни предметов роскоши. По той же причине чужеземные корабли не заходили в спартанские гавани. В Спарту не являлись ни ораторы, ни содержатели гетер, ни мастера золотых и серебряных дел. Там не было денег. Таким образом, роскошь исчезла сама собой. Ремесленники, делавшие прежде предметы роскоши, должны были с тех пор употреблять свой талант на изготовление предметов первой необходимости. От такого стремления к уравнительству хозяйственная жизнь Спарты веками пребывала в состоянии глубокого упадка. При этом законы позволяли спартанцам брать вещи соседей и пользоваться ими как своими собственными, если только они не были нужны хозяевам. Спартанец мог в любой момент залезть в чужой амбар или погреб и взять, что ему нужно. Ради поддержания единства гражданского коллектива и исключения раскольнических настроений в Спарте активно внедрялась идеология мужского и военного братства. По словам Плутарха, Ликург приучал сограждан к тому, чтобы они не хотели и не умели жить врозь, но, подобно пчелам, находились в нерасторжимой связи с обществом. Все были тесно сплочены вокруг своего руководителя и целиком принадлежали Отечеству, почти что вовсе забывая о себе в порыве воодушевления и любви к славе. Всякое покушение на принципы спартанского коллективизма пресекалось сознательными спартанцами и активистами, блюстителями чистоты спартанской жизни. Лучшим способом утверждения государственной идеологии и пресечения любых попыток быть непохожими на других представлялось резкое сокращение сферы частной жизни. Семья и дом должны были отойти для человека на задний план и не входить в противоречие с духом коллективизма. Ничего из того, что происходило в Спарте, не подлежало разглашению. На эту засекреченность спартанского государства указывает Фукидид. Для спартанского государства было характерно желание отгородиться от всего мира, отделить себя глухой стеной культурной и хозяйственной самоизоляции. Ощущение жизни в осажденном лагере неизбежно выливалось в чувство собственного превосходства, тогда как потусторонний мир воспринимался как потенциальный источник тлетворного влияния, распущенности. Спартанцам не разрешалось покидать пределы страны, а иноземцам приезжать в нее. Найденные в Спарте иноземцы подлежали немедленной высылке. С новыми лицами входят, естественно, и новые речи. С новыми речами являются новые понятия, вследствие чего на сцену выступает множество желаний и стремлений, не имеющих ничего общего с установившимся порядком правления. Поэтому Ликург считал нужным строже беречь родной город от заразы дурных нравов, нежели от чумы, сообщает Плутарх. Воспитание подрастающего поколения считалось в Спарте делом государственной важности и прямой задачей государства. У Плутарха находим рассказ о своеобразной спартанской Евгенике. Забота об улучшении человеческой породы выражалась у них в уничтожении слабых и безобразных детей. Их бросали в пропасть. Подобный искусственный отбор был нацелен на укрепление тела и духа, а не на поддержание экономики царства.
Побочным результатом уничтожения нежизнеспособных детей являлось и сокращение количества нежелательных едоков. По достижении 7-летнего возраста мальчиков собирали в лагеря и делили на отряды, называвшиеся агелами. С этого возраста дети жили вместе и приучались играть и проводить время в коллективе. Самый сообразительный и спортивный из них становился во главе детского отряда. Прочим же мальчикам полагалось его слушаться и брать с него пример. Старики присматривали за детьми, при этом стараясь ссорить их и возбуждать соревновательность. Главными качествами, которые воспитывали у маленьких спартанцев, были беспрекословное повиновение, выносливость, упорство и умение побеждать любой ценой. Постепенно условия содержания детей менялись в сторону большей строгости. Их приучали ходить босыми, а с 13 лет подростки получали всего по одному плащу в год. Свои постели они должны были делать сами из речного тростника, который им приходилось рвать голыми руками. Питание было самым скудным, чтобы подростки привыкли к постоянному голоду и умели его переносить. Как сообщает Плутарх, спартанских детей, собранных в военные лагеря, держали впроголодь, чтобы заставить их бороться с лишениями и стать смелыми и хитрыми. Спартанцы сделали удивительное педагогическое открытие. Дети вырастают смелыми, если у них получается воровать у взрослых. Старшим детям было приказано собирать дрова, маленьким – овощи. Все, что они приносили, было ворованным. Одни отправлялись для этого в сады, другие прокрадывались в сисити, совместной трапезы, стараясь при этом выказать всю свою хитрость и осторожность. Попавшегося без пощады били плетью, как плохого неловкого вора. Если представлялся случай, они крали приготовленную еду, причем учились нападать на спавших и на плохих сторожей. Дети старались, пишет Плутарх дальше, как можно тщательнее скрыть свое воровство. Юные спартанцы учились только писать и читать. Все же остальные виды образования были изгнаны из страны. Не только сами науки, но и люди, ими занимающиеся. Воспитание было направлено к тому, чтобы юноши умели подчиняться и мужественно переносить страдания, а в битвах умирать или добиваться победы. В Древней Спарте не было литературы. Характерное исключение составляют стихи поэта Тиртея. О Тиртее существует ненадежное в историческом плане предание, содержащее, однако, примечательную оценку его поэтического творчества. Предание гласит, что во время Второй Мессенской войны, первая половина VII века до нашей эры, Дельфийский оракул повелел спартанцам попросить себе полководца у афинян. Желая посмеяться над спартанцами, афиняне отправили им хромого школьного учителя Тиртея. По легенде, Тиртей сумел оказаться полезным. Своими песнями поднял боевой дух спартанских воинов. Оставшиеся от него военные марши в основном повествуют о том, как устроена спартанская фаланга и как прекрасны трупы погибших за родину юношей. Кстати, Спарта считалась едва ли не самым музыкальным государством Эллады. К музыке и пению ее граждане относились весьма серьезно. Они не без основания полагали, что песни подбадривают человека и особенно подходят для военных упражнений. Наступая на врага, спартанцы пели хором под аккомпанемент флейты. Прохождение полного курса обучения в военно-спортивных лагерях было обязательным условием становления гражданина. Вся Греция признавала эффективность практики детских батальонов как способа вырастить идеальных солдат. И армия Спарты считалась среди греков самой боеспособной. Но перенимать этот опыт нигде не пробовали. Плутарх прямо говорит, что военные походы были для спартанцев возможностью отдохнуть от такой жизни. На всей земле для одних лишь спартанцев война оказывалась отдыхом от подготовки к ней. В Спарте никто не имел права обедать дома. В центре общественной жизни были обеденные клубы, называвшиеся сисити. Члены таких обеденных клубов сдавали продукты в общий котел, чтобы их можно было съесть за общим обедом.
По преданию, сиситии были задуманы самим Ликургом как инструмент поддержания равенства, с помощью которого община могла контролировать образ жизни спартанцев. Расчет был сделан на то, что самое эффективное промывание мозгов достигается в небольших коллективах, где все находятся на виду у всех, где жизнь каждого человека зависит от мнения людей, составляющих его ближайшее социальное окружение. В сиситиях состояло по 15-20 человек, а товарищеские связи на поверку оказывались оборотной стороной почти полицейского надзора каждого за каждым. Помимо этого, общие трапезы не давали человеку почувствовать вкус к роскоши. Было запрещено являться на такие обеды сытым после домашнего обеда. Сотрапезники строго следили друг за другом, высматривая тех, кто не ест. И того, кому самая грубая пища не лезла в глотку, поднимали насмех. Излюбленным блюдом на сиситиях являлась черная похлебка. Судя по всему, есть ее было большим испытанием, требовавшим поистине спартанской выдержки. Плутарх пишет: старики отказывались от мяса, отдавая свою долю молодым, а сами наливали себе свое кушанье – похлебку. Говорят, один понтийский царь купил себе даже спартанского повара исключительно для приготовления черной похлебки. Но когда попробовал ее, с отвращением выплюнул и страшно рассердился. «Царь», — сказал повар, — «прежде чем есть эту похлебку, нужно выкупаться в Эвроте». В истории Геродота приводится диалог персидского царя Ксеркса с военным экспертом по имени Демарат. Отвечая на вопрос о военной силе греков, Демарат называет спартанцев людьми, способными оказать полчищам персов самое эффективное сопротивление. Ксеркс принимает такой ответ с нескрываемым недоверием. Восточный деспот сомневался в боеспособности войск, которых не гонят в бой плетью. В глазах персидского царя свободные люди были негодными солдатами, которые разбегутся при первой же атаке. И только деспотическая власть способна рождать дисциплину. Демарат отвечает Ксерксу, что тот просто не знает спартанского государства. Они свободны, но не во всех отношениях. Есть у них владыка. Это закон, которого они страшатся больше, чем твой народ тебя. А веление закона у спартанцев всегда одно и то же. Закон запрещает в битве бежать перед любой военной силой врага, но велит оставаться в строю, победить или погибнуть. Если верить Геродоту, этот диалог предварял одну из самых славных страниц греческой и спартанской истории – битву при Фермопилах. Фермопилами называлось несуществующее ныне ущелье, через которое в древности лежал путь в Среднюю Грецию. В этом месте в 480 году до нашей эры отряды греческих городов попытались задержать персидскую армию Ксеркса. Когда персам удался обходной маневр, ущелье превратилось в ловушку. Что было дальше, не совсем понятно. То ли греки решились на организованный отход под прикрытием спартанского арьергарда, то ли началось их форменное бегство. Так или иначе, 300 спартанцев во главе с царем Леонидом не двинулись с места и были истреблены до последнего человека. История этого страшного боя окружена легендарными подробностями, леденящими кровь. В ответ на благоразумное опасение одного фессалийца, говорившего, что тучи персидских стрел способны затмить солнце, бесстрашный спартанец будто бы ответил: «Наш приятель принес хорошую новость. Если персы затмят солнце, можно будет сражаться в тени». В уста предводителя спартанцев царя Леонида древние рассказчики вложили не менее знаменитые слова. Как сообщает Диодор Сицилийский, Леонид приказал воинам позавтракать, так как обедать, дескать, они будут уже на том свете. Когда оружие пришло в негодность, спартанцы защищались камнями и кулаками. На месте их гибели впоследствии был поставлен монумент в виде каменного льва со знаменитой эпитафией, написанной известным древнегреческим поэтом Симонидом. Странник,
Ступай и поведай ты гражданам Лакедемона, что их заветам верны. Здесь мы костьми легли. Спартанцу, оставившему своих и отступившему с поля боя, лучше было умереть. Такому человеку до конца дней не было прощения и места в обществе. Он становился изгоем. По словам Ксенофонта, в Спарте скорее предпочитали смерть, чем такую бесчестную и позорную жизнь. Выживших при Фермопилах спартанцев было двое. Один был отправлен гонцом в Фессалию и потому остался в живых. О его последующей судьбе Геродот сообщает одной красноречивой фразой. По возвращении в Спарту его ожидало бесчестие, и он повесился. Второго звали Аристодем. Он страдал тяжелым недугом, и поэтому царь Леонид сам отпустил его из лагеря на лечение в соседнее селение. По возвращении в Лакедемон, пишет Геродот, Аристодема ожидали бесчестие и позор. Бесчестие состояло в том, что никто не зажигал ему огня и не разговаривал с ним, а позор в том, что ему дали прозвище Аристодем Трус. Аристодем искал и нашел смерть год спустя в битве с персами при Платеях. По общему признанию греков, он показал себя как самый доблестный из всех воинов. Но спартанцы отказались удостоить его великих почестей, так как полагали, что Аристодем бился как иступленный, выйдя из рядов, и совершил великие подвиги лишь потому, что явно искал смерти из-за своей вины. Никакие подвиги и даже героическая смерть не могли смыть позорного клейма. Положение спартанских женщин расценивалось в Греции как нечто ненормальное, далеко выходящее за рамки привычного и приемлемого. Греческие государства были мужскими клубами, где женщине не отводилось никакого места. Роль женщины в обществе ограничивалась кругом ее домашних обязанностей и их выполнением. То, что творилось в Спарте, в глазах всей Эллады походило на уморительную и неприличную комедию. Греки считали спартанок распутными и неуправляемыми, вышедшими из повиновения своих мужей и даже смеющими ими командовать. А это казалось тем более странным на фоне строгости легендарных законов Ликурга. По словам Аристотеля, Ликург сумел создать законы только для мужской половины Спарты. С распущенностью и своеволием спартанских женщин великий законодатель якобы не смог ничего поделать. В действительности же женская эмансипация выглядит органичной частью революции Ликурга. Если во всей Греции семья являлась ячейкой общества, а женщины были чем-то вроде семейного имущества, то спартанские законы стремились во всем ограничить роль семьи. Идеи спартанского коллективизма и воспитания личности распространились и на женщин, а это означало, что в существе женского пола уважали человека и личность. Именно этого остальные греки не могли или не хотели понять. Юные спартанки не сидели взаперти в ожидании замужества. Подобно мальчишкам, они разбивались на отряды и проходили спортивную подготовку, упражняясь в беге, борьбе, метании копья и диска. Пикантность этим атлетическим упражнениям добавляло то, что молодые люди обоего пола состязались на глазах друг у друга. Юноши были обнаженными, а девушки занимались спортом, если не нагишом, то в эфемерных хитончиках. На праздники ноги юноши и девушки устраивали торжественные шествия, сопровождавшиеся гимнастическими упражнениями, песнями и плясками. Древние греки придавали наготе огромное значение. Они считали ее одним из своих отличий от варваров. Поэтому на спортивных играх атлеты выступали обнаженными. Подобное внимание к нагому человеческому телу можно понять только в свете греческой философии. Однако во всей Греции это касалось мужчин, а не женщин. Греческие женщины ходили с ног до головы, стыдливо укутанные в одежды. В манере спартанок публично обнажаться многие в Греции упорно видели одно беспутство. Один Плутарх сумел разглядеть присущие обнаженным спартанкам высокие моральные принципы. Плутарх подчеркивал,
Публичное обнажение и спортивные состязания спартанок способствовали возвышенному образу мыслей и укрепляли в них чувство собственного достоинства. Полученное воспитание делало спартанок мужественными и дерзкими на язык, что первыми чувствовали на себе их мужья. Спартанские женщины свободно высказывали свое мнение и отличались независимым поведением. И если греки смотрели на подобное с удивлением, то спартанцы считали естественным, что женщины включались в жизнь государства. С гордыми словами, со щитом или на щите на устах, спартанки посылали в битву своих сыновей. Спартанки рожали будущих воинов, и общественное мнение Спарты признавало за женщинами немалую свободу в выборе полового партнера и отца своего ребенка. Кто, как не сама женщина, сможет выбрать будущему воину лучшего отца? И вовсе не обязательно, чтобы отцом становился муж. Как изящно выразился Плутарх, Ликур стремился вытравить из умов сограждан глупую ревность и предоставлял достойным людям возможность сообща заводить детей. Остальная Греция называла это распутством. Спартанцы же заботились об улучшении человеческой породы. Типичная для Древнего Востока авторитарная форма государства деспотия не прижилась в Греции. Излюбленный греками тип общественного устройства – коллективы граждан, самостоятельно решающих свою судьбу. Политика находилась в совместном видении граждан, и от того, насколько успешно они формировали и проводили политику государства, напрямую зависело благополучие всех и каждого. Поэтому все, что происходило в Спарте, затрагивало всех на личном уровне. Такая плотная жизненная среда имела и свои темные стороны. Когда все зависят друг от друга, жизнь в государстве легко превращается в кошмар. Бедой греческих городов-государств являлась хроническая внутренняя нестабильность. Спарта подала пример радикального и окончательного разрешения социального вопроса. Законы, приписываемые Ликургу, делали ставку на принципиальную невозможность возникновения внутренних конфликтов, расшатывающих гражданский коллектив. После революции Ликурга реальным фактом спартанской жизни стал идеал единства и равенства граждан как залог стабильности и силы Спарты. Все спартанцы до единого переместились в правящее сословие. Все законы служили поддержанию гражданского равенства и единомыслия граждан, и ничему другому. Это и придавало государству небывалую мощь. В начале V века до нашей эры Спарта возглавила сопротивление нашествию полчищ персидского царя Ксеркса. Затем вопрос о первенстве в Греции решался в споре с Афинами, другим крупнейшим и влиятельным греческим государством, антагонистом и антиподом Спарты. Вопреки прогнозам противников, спартанцы вышли из этой схватки победителями. Победа над Афинами в Пелопоннесской войне на время принесла Спарте гегемонию над большей частью Лады. Древние греки смотрели на спартанское государство со смешанным чувством. Величайшие философы Платон и Аристотель были далеки от преклонения перед спартанскими порядками. Но и они в своих проектах идеального государства в большей или меньшей мере взяли за основу пример Спарты. Для Платона и Аристотеля Спарта являла собой эталон стабильности и гражданского мира, позволяющий избежать тирании с одной стороны и анархии с другой. Казалось, именно спартанцы лучше остальных жителей Эллады воплотили в жизнь идею греческого государства как дееспособного коллектива. Платон же ценил и основную спартанскую идею тотального единства и равенства, и практические способы ее реализации, изображая идеальное государство в своих законах со многими чертами спартанского царства. Основываясь на примере Спарты, философ писал: «Никто никогда не должен оставаться без начальника, ни мужчина, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению. На войне и в мирное время всегда надо жить
с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Даже в самых незначительных мелочах надо ими руководствоваться. Например, по первому его приказу останавливаться на месте, идти вперед, приступать к упражнениям, умываться, питаться и пробуждаться ночью для несения охраны, для исполнения поручений. Словом, пусть человеческая душа научится не уметь делать что-либо отдельно от других людей, и человек не будет понимать, как это возможно. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.